Это будет такой новый интересный стиль, цикл, где я буду рассказывать про разных крутых художников. Ну, приоритеты — это итальянская школа. Ну, потому что у меня вот эта вот большая итальянская история. И то, как я рисую, может быть, этому требуется некоторый контекст. И контекст, он не напрямую уходит в этих художников. Это безумно сложно, это безумно круто, безумно тяжело. Я просто смотрел на них и брал оттуда, что могу взять, немного, и переводил в свою проектную историю. И это то, что я вот реализую сейчас, то, почему делаю обучающие программы, то, что преподаю, ну, там, в академии лесотехнической я преподаю не скетчинг, не рисование, а концептуальное проектирование. Но часть обслуживающей структуры этого — это, ну, тоже скетчинг, тоже рисование. И это все корнями сплетается в одну большую итальянскую историю. И первая история из этого цикла — это будет про гения Караваджо. Это был супер художник, был супер жестокий человек, был супер такой безумный для своего времени. Очень крутой. Послушайте, его история жизни — это невероятное что-то. Сегодня про великого итальянского художника Микеланджело Меризи, прозванного Караваджо. Это не тот Микеланджело, это другой Микеланджело. И это тот, который прославился своими также глобальными работами на христианскую, библейскую тему. И принес в них не академическую историю, не вот эту вот украшательскую историю, а принес в них тревожный реализм, тревожный драматизм, необыкновенное понимание священного писания, видения. В то время как большинство других итальянских художников работали в стилистике поздний маньеризм, и это были такие, ну, немножко театральные, ну, не театральные, балетные, как будто бы балетные постановки, не реалистичные. Караваджо делал странную штуку. Он изображал Христа, он изображал тех, кто его сопровождал, как будто бы современников в своем времени, в актуальной традиционной одежде и в натуралистическом видении мира, даже если у них была грязь под ногтями, он рисовал вот это вот. Он показывал совершенно другой уровень вовлечения вот этой большой истории в бытийность. Он показывал общечеловечность и реальность Христа, мучеников, святых апостолов, последователей, показывая то, какими они есть на самом деле, не идеализированными, не в той картинной системе мира, как изображали вот эти вот истории до него. Он показывал их как натуральных людей, современников, как людей из того, что мы можем увидеть сейчас, но для его времени. И он разработал оригинальную систему светотени для того, чтобы подчеркивать вот эти драматические эффекты. Он писал очень натуралистично и в то же время создавал дичайший уровень театральности, работая с эффектами света и тени. Ну, преимущественно свет направлялся сверху, ну, иногда сбоку, но это были очень контрастные, очень жесткие тени, перепады, эффекты освещения и очень театральные. И сочетание театральности и натуралистичности — это просто вынос мозга. Что он делал, это невероятно. И его потрясающие находки и творчество повлияло на других людей, на художников после него, например, Рембрандт и Веласкес, и на больших художников кинематографа, например, Пазолини или Мартин Скорсезе. Вот они брали вот эту вот историю и интерпретировали в своей картине мира. Большая часть его жизни была трагична, она была в бегах, потому что на пике своей карьеры в Риме он совершил убийство. И за это убийство его преследовали, ну, вполне себе естественно, и он скрывался от правосудия, и большую часть, и много своих работ он написал в таком режиме, в режиме беглеца. Его можно было бы назвать идеальным старым мастером эпохи, влюбленный в идею славы и находящийся в плену культа, обреченного на саморазрушение гения. И он был одновременно очень тонкий, чувствительный и интеллектуально амбициозный художник, и в то же время дико грубый, вспыльчивый, невероятно конфликтный. И вот это вот привело к
тому, каким образом сформировалась его жизнь, то, как ему пришлось действовать дальше, после того, как его стали преследовать за вот это вот преступление. Но есть мнение, что это не только следствие импульсивной натуры, но и также холодная логика, холодный просчет. Он жил в дико жестокие времена, и даже самые импульсивные его поступки подчинялись определенной логике, даже если это была логика вендетты. Да, он был жестокий человек, он жил в жестокие времена, и против него было направлено столько же жестокости, сколько он отдавал наружу. Это я говорю, потому что, принято считать, что он был вздорный такой, вспыльчивый и всех обижал. Да, а вокруг все были ангелочки, конечно. Нет, все по-другому. Он родился в 1571 году, маленький город Караваджо. Вот, собственно, по названию местности и он получил свое большое имя, которое было прославлено дальше в веках и в народах. И его христианское имя Микеланджело предполагает, что дата его рождения была 29 сентября, день праздника Архангела Михаила. Детство Караваджо, вот я сейчас покажу, из чего формировалась вот эта, может быть, жесткость, вот эта трагедия. И сейчас, может быть, люди ее больше поймут, потому что, конечно, не такая проблема, как тогда была, но тоже, вот вы все сейчас все это почувствовали. И его детство было разделено между его родным городом Караваджо и многолюдным Миланом, где у его отец был архитектор, была мастерская. И вот 1576 год, и Милан поразила вспышка бубонной чумы. Проблема. И 1/5, кажется, города, они погибли. И семья Караваджо, она бежала обратно в Караваджо для того, чтобы спастись от этой чумы, но напрасно. В 1577 году умирает его отец, его дед и бабушка, и дядя. И получается, к 6 годам Караваджо потерял почти всех членов своей семьи. Вот так. И вот этот неуправляемый характер, вспыльчивый темперамент и глубокое чувство отверженности вполне могут быть в том, что с ним произошло в самом детстве. Про юность Караваджо не очень известно. Известно, что он немножко учился в Милане, фресковой живописи, но, скорее всего, он растрачивал юность впустую. И, может быть, он, скорее всего, учился фехтованию, потому что дальше он был такой знатный дуэлянт, и с этим были связаны неприятности, которые отложились на течение его жизни дальше. И те вводные, которые сформировали его как художника и сформировали его великий стиль, может быть, имеют под собой ту среду, которая формировалась тогда в Милане, и происходило вот почему. В то время господствовал архиепископ Карл Боромео, и проповедь Боромео, она достигла апогея во время Великой Чумы. И он верил и говорил о том, что католический мир упал в бездну греха, из которой он может искупить себя, только вернувшись к самым основам учения Христа. Он придавал большое значение бедности Иисуса и его учеников и считал священным долгом церкви помогать бедным, которых он считал живыми образами Иисуса Христа. И вкусы Боромео в религиозном искусстве были совершенно просты и крепкие. У него было мало времени, может быть, мало возможностей для утонченного, интеллектуального, заумного искусства, которым был, например, высокий ренессанс или маньеризм. Вместо этого он предпочитал более интуитивные, натуралистические тенденции народного искусства, более грубые, более воплощенные, близкие к реальности. Не то изощренное искусство, которое давал текущий век. И те традиции искусства, которые предпочитал Боромео, в свою очередь, скорее всего, оказали глубокое влияние на Караваджо. И Караваджо перевел их в другой язык, в другую лингву, в свой грубый скульптурный реализм и тонкую, но непосредственную форму
живописи. И композиции всегда разыгрываются в замкнутых пространствах, где группа фигур разыгрывает историю как будто бы на сцене. И этому специфическое освещение, которое он использует в своих работах, очень в немалой степени соответствует. И палитра, строгая палитра, сдержанная, но в то же время интенсивная, и настойчивые акценты на бедности, на смирении, на основных христианских добродетелях. Покинул он Милан, покинул Ломбардию в 1592 год, и он никогда уже не вернется в эту страну. Ну, это тогда была отдельная страна. И те люди, которые изучали вот эти вот документы, почему он уехал оттуда, они пришли к такому выводу, что проблема конфликта законов началась еще вот тогда. Он был вовлечен в какой-то насильственный инцидент, связанный с какими-то преступлениями по отношению к полицейским. Ну, какая-то у него была тогда уже проблема, с чего началась жизнь, так она и завершилась. Вот то, что будет дальше. Караваджо отправляется в Рим. И, как многие молодые художники, в поисках работы, в поисках достойных заказов и для того, чтобы стартовать свою карьеру, он поехал в Рим. И там был папа Климент XV, Климент VII. И он был полон решимости превратить Рим в зрелый символ возрожденной и процветающей католической веры. Он строил новые церкви, перестраивал старые алтари, скульптуры. Это все происходило в очень-очень-очень большом количестве. И в этой работе, в этой большой гранде работе участвовало около 2000 художников при общей численности населения в 100 тысяч человек. Очень большой процент. У художников был даже свой отдельный квартал, примерно в 2 квадратные мили между Пьяцца дель Пополо и Пьяцца де Спания. И они группировались в различные общины в зависимости от места, откуда они приехали, ну, где они проживали раньше. И между ними было большое соперничество. И очень интенсивное соперничество, которое выливалось и в междоусобицу, и, может быть, даже вендетту. Это такая проблема. Рим был городом мигрантов-священников, которые искали привилегии, паломников, ищущих спасения, наемных солдат, ищущих работы, а также место, где социальные различия были более подвижными, чем в других более традиционных и феодально ориентированных частях страны. Многие надеялись на славу и удачу в этой среде и на более высокий социальный статус, чем тот, с которым они родились, и вели себя в соответствии с уничтоженной ранее идеей старинного рыцарства, кодекса чести, в соответствии с которым малейшее оскорбление воспринималось как обратное действие с применением силы. И многочисленные ссоры и разногласия с Караваджо, с другими людьми вписывались в эту модель поведения, широкую модель насилия, как поведение адекватной среде. Просто вот он выделился, и на него собрался такой имидж, а это было типично. Вот так они жили. И, соответственно, ранние годы его в Риме были такие очень неустроенные. Он поначалу работал и поселился у художника из Сицилии, Лоренцо Сицилиано, в мастерской которого он рисовал головы. Рисовал головы, продавал, и он рисовал головы по 3 штуки в день буквально. Это был какой-то такой просто конвейер. Это к тому вопросу, что практика, километраж, и вот у вас будет результат. Но неизвестно, как стать Караваджо. Это, я думаю, что очень трудно. Но он тоже практиковал такой безумный творческий конвейер, когда он делал подход, результат. Вот результат у него был, да, не без этого. Также он жил у священника собора Святого Петра по имени Пандольфо Пуччи. И, в общем, и он немножко сетовал на гостеприимство этого священника, потому что единственное, что вечером он кушал салат. Видимо, он работал весь день, вечером кушал салат, и на этом, наверное, все. И поэтому, уезжая, через несколько месяцев он называл своего благодетеля и хозяина монсеньор Салат. Затем он приходит в мастерскую известного художника, скульптора Джузеппе Чезаре.
И Чезаре в тот момент был ответственен за ряд монументальных алтарей и декоративных схем. Но он использовал талант Караваджо только для того, чтобы нарисовать декоративные бордюры и украшения к своей работе. Это картины, всякие цветы, фрукты. Это как низкий жанр. Считался тогда как супер низкий жанр. Тогда не было культуры натюрморта. И Караваджо — это первый, который сформировал вот эту вот культуру рисования натюрморта. До этого это была такая очень низкая работа. И Караваджо дико возмущало то, как ограничили его тематики. И он работал над этими вещами против своей воли и испытывал огромное сожаление, видя, что его не пускают в фигуры, его не пускают в главную, в ответственную работу. И это была очень большая проблема. Ну, а человек с такой гордыней, с такой короной, это было больно, это было тяжело. Вот. Время, проведенное в мастерской Чезаре, немножко тоже не очень хорошо закончилось. И по данным, собранным теми, кто занимался историческими исследованиями, это закончилось ударом лошади. Видимо, он получил удар копытом. И это отправило его в больницу Санта-Мария-де-ла Консолаце. Да. И вот 8 месяцев он поработал в мастерской Чезаре, немножко пожил в больнице и поселился у другого священника, который предоставил ему комфортную комнату для проживания, и он познакомился там с другим художником и начинал с художником, который начал поощрять Караваджо к самостоятельной работе, к другому уже уровню самопозиционирования и бытия. И дальше начинается интересно, вообще вся жизнь его супер интересная. Но вот что делал человек для того, чтобы стартануть, он сделал интересную штуку. Вот. Он изо всех сил пытался свести концы с концами на протяжении всей середины 1590-х годов. И потом в это время он обратился к нескольким торговцам картинами в Риме и завязал рабочие отношения с Констанцо Спатой, у которого был магазин на площади. Который граничил с церковью Сан-Луиджи де Франчезе. И вот именно через этот магазин Караваджо попал в поле зрения своего самого важного покровителя, мецената, который предоставлял ему возможность заниматься вот той безумно крутой деятельностью, которой он занимался дальше. Вот. Это был целью Караваджо, и его хитроумного плана стал кардинал Мария дель Монте. И он жил в соседнем палаццо Мадамма, и художник и вот этот торговец, они придумали такой хитроумный план, как привлечь внимание известного коллекционера Дель Монте, и который регулярно проходил мимо этой лавки, как привлечь его внимание и как заявить о Караваджо. Караваджо написал 2 картины в новом стиле, в новом неизвестном стиле. Так раньше не писали. Изображающие непристойные сцены, взятые из низкой жизни, из низкой повседневной жизни. Не то, что писали академисты. Он написал реальную жизнь. И это были 2 картины. Это «Карточные шулеры» и «Цыганская гадалка». И в каждом сюжете из этих картин людей обманывает мошенник. Например, в случае карточного шулера пара мошенников обманывает молодого человека, который играет с ними в карты. И в каком-то смысле эти картины аллегорически напоминают вот эту вот хитрость Караваджо, которая заключалась в том, чтобы заманить в ловушку богатого человека. Он своим вот этим перформансом, да, он уже говорит о том, что он хочет сделать. Это смыслы, которые складываются в смыслы. Интересно. И трюк сработал. Дель Монте не только купил обе работы, но это была другая живопись, другой стиль. Так раньше не писали. Караваджо создавал новый стиль. Купил обе работы, но и предоставил Караваджо кров и жилье, и способствовал его развитию как художника и обеспечивал ему многочисленные комиссионные.
В общем, вот, это половина истории, примерно половина, может быть, треть истории о Караваджо. Я думаю, все это в один ролик трудно вместить, и будет следующий ролик, который рассказывает про его дальнейшую жизнь, когда он уже набрал силы и начал жечь по полной. В общем, вот, это все будет в следующем ролике. Я ссылку на него оставлю в описании. Можете кликать, переходить. Я его сниму на днях. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. И всем чао-чао. Пока.